Американский дрэг-рейсинг 60-х. Это целый, не побоюсь этого слова, феномен, в котором совмещалась индустрия развлечений со спортивным интересом и новыми инженерными находками. И развивалась эта индустрия семимильными шагами. Гайки в регламентах еще не были затянуты до предела, а каких-то общепринятых стандартов и понимания, какое инженерное решение станет залогом успеха, попросту не существовало. Гонщики были готовы усесться в кокпит любой машины, наплевав на безопасность, если существовал хоть малейший шанс прийти к финишу первым. А механики фонтанировали самыми безумными идеями в надежде добыть конкурентное преимущество. Ну а зрители с замиранием сердца смотрели на происходящее и искренне радовались победам своих кумиров. В те времена мир гонок по прямой увидел все, от различных систем привода до компоновок двигателя относительно рамы. В баке лилось все подряд, что может гореть. Начинались эксперименты с аэродинамикой, и все это на фоне совершенно безумных, незнакомых доселе ускорений. Ну а самый легкий способ добыть дополнительные лошадиные силы был прост, как жареная гречка с луком, и лежал на поверхности. Нужно всего лишь увеличить количество установленных на дрэгстере моторов. Некоторое время назад я уже рассказывал о невероятном четырехмоторном монстре по имени Quad L. Вот только он по некоторым причинам не мог ездить своим ходом. В этом выпуске история еще двух подобных машин. И они-то как раз ездили. Ездили так, что плавился асфальт и содрогалась земля. А предыдущие рекорды уходили в историю один за другим. Томми Айво – настоящая легенда эры становления дрэг-рейсинга. Мало того, что он являлся крайне колоритной личностью и любил эпатировать публику всеми доступными способами, ему также удавалось успешно совмещать с автогонками и актерскую карьеру, вследствие чего он получил прозвище «ТВ Томми». Хотите верьте, хотите нет, но этот товарищ успел сняться почти в 6 десятках фильмов и сериалов. И при этом он не только удостоился высокой чести быть введенным в зал автоспортивной славы Америки, но и входит в список 50 лучших пилотов дрэг-рейсинга 20 века по версии самой Национальной ассоциации хот-роддинга, занимая в этом списке 25-ю позицию. В своей тяге раздвинуть рамки привычного Томми был готов на все. И порой количество двигателей в его ставших впоследствии культовыми болидах доходило до количества колес. И мы отнюдь не про мотоциклы. Многомоторным первенцем в его карьере стал дрэгстер Twin Buick, построенный в 1960 году, на шасси которого были параллельно смонтированы два бензиновых двигателя Buick Nailhead объемом по 401 кубическому дюйму. Моторы были оснащены механическим впрыском топлива Hillborn и питались высокооктановым бензином, так как на момент создания болида в Национальной ассоциации хот-роддинга действовал запрет на использование нитрометана. Сама машина являла собой классический слингшот-дрэгстер переднемоторной компоновки из начала 60-х. Подвеска обеих осей отсутствовала, а короткобазная пространственная рама была сварена из труб круглого сечения. В общем, все было так же просто, как потерять в гараже ключ на полдюйма. Ключ на 13. Один из нижневальных V8 крутился в другую сторону, а момент от обоих проходил через нехитрую зубчатую передачу, после чего через сцепление безо всяких коробок передач он обрушивался на задний мост. Силовая установка модернизировалась постоянно. Доходило даже до того, что один двигатель оснащался приводным нагнетателем, в то время как другой оставался атмосферным. Сам Томми Айво никогда не стремился к подиумам в формате регулярного чемпионата Национальной ассоциации хот-роддинга. Он просто гастролировал по всему континенту, принимая участие в показательных заездах. Организаторы ивентов не скупились на щедрые гонорары. Зрители бились в экстазе от первоклассного зрелища, а двухмоторное чудовище раз за разом катапультировалось со старта, проезжая треть зачетной дистанции в 402 метра в непрекращающейся пробуксовке. Однако не стоит думать, что Twin Buick был просто выставочным дрэгстером, предназначенным исключительно для развлечений. Тысячесильная машина Томми стала первой, кому покорились сначала 170, а затем и 180-мильный барьер скорости. Также она стала первой,
в 8-секундной зоне среди всех бензиновых болидов. В 1962 году Томми продал свой двухмоторный Twin Buick, потому как Национальная ассоциация разрешила таки заливать в баки нитрометан. А это, знаете ли, открывало новые, куда более широкие перспективы. В том же году Айво построил машину под названием Barnstormer. Она первой в мире сумела пролететь квотер быстрее 7 секунд, показав 193 мили в час на выходе. И за это Barnstormer сегодня небезосновательно считается первым в мире дрэгстером класса Top Fuel. And Tommy Ivo almost wrapped his brand new AA Fueler right off the starting line. Wow! По правде говоря, среди всех попыток намотать четверть мили на задние слики за минимально возможное время при помощи нескольких моторов, большинство энтузиастов исповедовало последовательную схему расположения этих самых моторов, по сути, создавая некое подобие двигателя V16. Это было гораздо менее затратно и достаточно просто с инженерной точки зрения, так как не приходилось выдумывать каких-то нестандартных узлов, при помощи которых можно было поженить моторы. Но у Томми Айво получилось нестандартное решение. И под впечатлением от его примера, другая легендарная в этой сфере личность, Эдди Хилл, тоже решил попытать счастье в этом направлении. В 1964 году великий и ужасный Дон Гарлиц официально расколол 200-мильный барьер скорости в классе Top Fuel. Однако за пару лет до этого, пока запрет на адское топливо был еще в силе, Эдди Хилл на своем двухмоторном бензиновом дрэгстере Double Dragon сумел развить 202,7 мили в час. На короткой раме, чья длина не превышала 100 дюймов, пилот установил параллельно две наддувных восьмерки Pontiac, каждая из которых агрегатировалась своим собственным сцеплением, карданным валом и редуктором, расположенным на едином заднем мосту. При этом инновацией Эдди было то, что вся эта громоздкая силовая установка до кучи выполняла еще и роль несущего элемента. Обратите внимание, как верхние направляющие рамы были закреплены к головкам цилиндров. Также примечательна толстенная полоса из листовой стали, прикрученная к передней оси. Вряд ли данное решение было направлено на увеличение прочностных характеристик конструкции болида. Однако оно определенно справлялось с ролью балласта, так как при такой длине рамы и немыслимой дури от двух наддувных V8 в контексте отсутствия вилли-бара вероятность увидеть вместо дрэгстрипа небо, а после и стартовую линию, была очень даже не иллюзорной. Заставить все это адекватно работать – непростая задача даже сегодня. А в те времена пилоты с механиками решали все эти проблемы чуть ли не на коленке, буквально посредством сварки, болгарки, молотка и какой-то матери. При всем при этом единственным путем был метод проб и ошибок, так как никакого опыта, не говоря уже о готовых решениях, тогда попросту не существовало, а надирать задницы оппонентам хотелось со страшной силой. Известно, что мощность без внятной ее реализации – это в лучшем случае хорошее шоу, а в худшем – просто слитые в бензобак деньги. Именно поэтому, для того, чтобы реализовать совершенно невменяемый для шинных технологий тех лет крутящий момент, Хилл вешал по 2 слика на каждую сторону. Многим современникам Double Dragon запомнился тем, что во время прогрева шин он буквально выдирал куски асфальта в бернаут-боксе. Так, собственно говоря, называется место для прогрева шин. В связи с чем возникали определенные прения с организаторами гонок и владельцами трасс. Однако для шоу-заездов пилот оставлял только одну пару покрышек на задней оси, чтобы под рев восторженной толпы сделать качественный бернаут длиной на всю четверть мили. После чего заезды благополучно откладывались на несколько минут, ибо пелена сизого дыма от сожженной резины застилала весь трек от старта до финиша. Но однажды Эдди Хилл на своем двойном драконе буквально перевернул весь мир дрэг-рейсинга с ног на голову, когда сходу подвинул планку чистого времени прохождения четверти мили с 9,40 до 8,84. То есть сразу чуть ли не на секунду. Такого за всю историю дрэг-рейсинга не случалось ни до, ни после. И будьте уверены, уже не случится больше никогда. Ибо технологии и конкуренция сегодня уже на невообразимо другом уровне. В конце 80-х Эдди Хилл уже безо всяких двухмоторных схем
стал первым пилотом в истории, кому удалось войти в 4-секундную зону преодоления квотера с выходной скоростью в 283,1 мили в час. Но это уже совсем другая история. Итак, сегодня вы узнали о двух ярчайших примерах, когда далеко не самая очевидная арифметика в автоспорте действительно сработала, при том, что про многие подобные проекты сейчас не вспомнят даже седовласые завсегдатаи дрэгстрипов, которым сегодня крепко за 80. Ведь на самом деле двухмоторных дрэгстеров по разным версиям разных автоисториков мир увидел вплоть до 400 штук. Однако подавляющее большинство из них либо обладало непомерной в сравнении с оппонентами массой, либо надежность их была бесконечно далека от того, за что сегодня некоторые товарищи боготворят Тойоты из 90-х или Мерсы из 80-х.